Беспроводные наушники со стильным минималистичным дизайном, хорошей сборкой, приятным звучанием за свою стоимость, наличием полноценного мультипоинта на два устройства, поддержкой мобильного приложения, режимом низкой задержки, отличными микрофонами с ENC на базе AI. И это небольшая часть того, что я прочел в рекламе к беспроводным наушникам под названием Honor Choice X3 Lite. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляются данные наушники в небольшой белой коробке. На ней краткая информация и название модели с картинкой. Разумеется, там еще указан и завод-производитель, потому что не Honor сам заморачивается с ними. Коробка пришла целая, что хорошо в целом, как и сами наушники. В комплекте мы имеем отдельные лежащие боксы, сами уши. Бокс, как и наушники, выполнены из глянцевого пластика. Не самого позорного, что я видел, я бы даже сказал, что за эти деньги очень даже приличного. Также мы имеем коротенький кабель USB Type-C, сменные амбушюры не совсем плохого качества, но их как раз надо менять. Вес бокса с наушниками 44 грамма, а без них 36 граммов. Оба наушника весят 7 граммов. Размеры бокса 64 на 52 на 27 миллиметров. Габариты наушников 33 на 19 на 18 миллиметров. Звуковод овальной формы 5,5 на 6,7 миллиметра и на 3,2 миллиметра. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забываем, что 11 ноября я разыгрываю iPhone 14, и помимо этого еще много всего. Условия конкурсов, разумеется, в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется только белая расцветка данной модели. Зарядный бокс выглядит минималистично. Материалы неплохие, как и качество сборки. Я бы даже сказал, хорошее для данной цены. Бокс быстро собирает потертости и царапины, за что минус. Как, к слову, бокс от Apple тоже собирает царапины. В кармане бокс слегка мешается, так как он не миниатюрный. На корпусе расположили LED-индикатор, разъем Type-C. Кнопки для сопряжения нет. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка в открытом состоянии не фиксируется. Шарнир пластиковый и люфт у крышки в наличии есть, но небольшой. Хлопок при закрытии бокса звонкий. Внутри находятся два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе слегка гуляют. Магнитоудерживающие наушники хорошие, и если постараться их вытряхнуть при закрытой крышке бокса, то нужно будет прилагать много усилий. Вынимать наушники из бокса в целом удобно, если приноровиться. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа, беспроводной зарядки нет, что неудивительно. Наушники можно перезарядить от бокса 3 полных раза. Саморазряды я не обнаружил. Переходим к наушникам. Дизайн у наушников стандартный, я бы назвал его трендовым. Звуковод имеет обыкновенную сеточку, что также неудивительно, и он средней длины. Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают. Для занятия спортом их использовать можно, как и при правильном подборе амбушюры и правильной посадке они не вылетят при пробежке и при интенсивной тренировке. Пассивная звукоизоляция неплохая. На корпусе расположили контакты для зарядки, 4 микрофона в общей сумме, маркировку левого и правого наушника и сенсорную область. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова и включение игрового режима. Регулировки громкости нет, на тапы откликаются наушники не лучшим образом. Ко всему, некоторые тапы еще и не срабатывают. Одиночного тапа нет, настроить тапы можно в приложении. Команды в наушниках сопровождаются системными звуками и женским голосом. В целом, управление меня не особо порадовало, именно его реализация. Оснащены наушники 10-миллиметровыми динамическими драйверами, активного шумоподавления и режима прозрачности, разумеется, на борту нет. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается. По одному работают, и переподключение бесшовное, что хорошо. Наушники автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Анимация при подключении возможно есть, но только скорее на смартфонах марки Honor. Мультипоинт в наличии до 2 устройств, ко всему полноценный, что круто. Можете и к ноутбуку с телефоном отдельно подключать, можете к планшету и телефону. А вот датчиков автопаузы нет, и это странно. Емкость аккумулятора одного наушника 45 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут. Отыграли наушники у меня по кодеку AAC на 50% громкости 5 часов 50 минут, что неплохо. Заряд происходит неравномерно, разница между зарядом наушников около 5%, быстрой зарядки нет, но 15 минут в боксе дают 1,5 часа звучания музыки в тех же условиях. С боксом данная пара проживет до 28 часов. Далее, наушники имеют защиту от влаги стандарта IPX4, разумеется, я их искупал в воде, по итогу функционал не пострадал, как и внешнее состояние наушников не изменилось. Вам, разумеется, не советую подобным заниматься, так как данный класс защиты не предназначен для погружения в воду. Далее, для полноценного использования нужно
установить приложение Honor AI Space. В приложении функции по минимуму, на стартовой странице есть заряд наушников в процентах по отдельности, но заряда бокса нет, можно его определить только по индикатору заряда. Далее есть возможность обновить прошивку, которая, к слову, мне уже прилетала, а также воспользоваться эквалайзером с 4 пресетами. Предустановки неплохие, но кастомного эквалайзера в стоке нет, это плохо. Далее можно настроить тапы и посмотреть руководство пользователя. Самое интересное, Bluetooth здесь последней версии 5.3. Из кодеков на борту все скромно AAC и SBC. Через две стены наушники не отваливались, и связь со смартфоном они держали стабильно. Задержка на YouTube глазу незаметна, в игры задержка с включенным игровым режимом приемлемая. Играть в целом можно без проблем. Но хочу отметить, что задержка зависит также от смартфона, к которому подключены наушники. К примеру, со смартфонами Magic UI задержка будет еще лучше. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума ANC AI отрабатывают хорошо, но не идеально. Голос сильно не искажается и перегруз минимальный, опять же, после последней прошивки. До этого был вообще ужас. Примеры вы сейчас услышите. Тест микрофонов на улице, и вы слышите, как Honor Earbuds X3 Lite работают рядом с дорогой. Как они выглядят? Огромные затычки, и если при, допустим, движении, опять же, том же, если брать их работу в движении вдалеке от транспорта, опять же, и прогуливаться по улице, понятно, мы помним, что это супер-мега-гипер бюджетные наушники. Если брать, допустим, территорию Российской Федерации, то в Токе вполне возможно можно найти эти наушники еще дешевле, чем на Али, главное постараться. И очень многие, кстати, мои подписчики умудряются приобретать их. Почему производитель так делает? Почему супер-лоукостовые огромные наушники он решает продавать супер дешево? Все очень просто. Это популяризация бренда. И, допустим, если у них прямых инвестиций в рекламу нет, то есть они не могут, допустим, рекламу по ТВ у нас гнать, они совершенно свободно могут какие-то определенные модели, допустим, вот я как сейчас смотрел, некоторые вивовские флагманы, которые мне, допустим, вообще неизвестны, продаются за копейки. Вот то же самое за копейки продаются наушники. И нет, я не говорю про X80, X80 Pro, эти смарты за копейки у нас не купить. Вот так они выглядят, и так вы сможете по ним общаться. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Honor X3 Lite, и как мы знаем, как я знаю, это, можно сказать, относительный фаворит среди моих администраторов каналов, телеграм-каналов. Почему? Потому что их реально купить прямо за копейки. Да, они немного больше, чем обычные AirPods, с одной стороны. Да, у них не самые лучшие микрофоны. Вы сейчас слышите их рядом с дорогой. По большому счету, этого более чем достаточно для того, чтобы какое-то мнение о них соорудить. А мнение будет простое. Они работают, раз. Два, у них неплохой звук. Три, за эти деньги на территории РФ, понятно, можно на Али купить за копейки, но и если извратиться, в нашем ритейле можно приобрести их тоже ультра дешево. Да, они выглядят не как AirPods, с одной стороны, с другой стороны, это не какой-то дешман, это реально Honor Choice. И по мне, вот эти X3 Lite, они прям идеальный вариант для того, чтобы начать свое знакомство с ТВС, притом не с какого-то дешмана, а более чем с адекватных ушей. Пишите, как вам они хотя бы по внешке. По мне, обычные уши, только за ультра низкий ценник, притом брендовые. Звучание, запас громкости есть, но небольшой. Звучание хорошее для бюджетных наушников, учитывая, что это затычки бас с небольшим акцентом, но качество баса минимальное. Среднего баса здесь прям почти нет. Середина без провалов, верха на месте. Вокал наушники отыгрывают неплохо, инструментал отличим, но не весь и не во всех композициях. Детальность и баланс для данной ценовой категории неплохая. Учитывая их ценник, я могу сказать, что звучат они хорошо и точно. Нет ощущения, как от совсем плохих китайских наушников.
Для современной музыки однозначно они подойдут. Минусы: нет регулировки громкости, нет датчиков обнаружения ушей, бокс быстро собирает потертости, наушники скользкие, сенсорное управление не порадовало, как и настройка его, а также некоторые функции заточены только под устройство Honor. И еще минус конкретный, что нет заряда бокса в приложении. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Всем, кто не знал, я появился на Бусти, там не обязательно подписываться платно. В бесплатном варианте у меня сейчас будет много travel-блога и рассказов про то, как у меня происходит вообще блогинг. Я надеюсь, вам будет интересно, подписывайтесь. Не забудьте, что у меня есть еще телеграм-канал взаимопомощи, нас там больше 13 тысяч человек, и телеграм-канал скидок уже 78 тысяч человек, туда тоже подписывайтесь, идет сейл, может быть, как раз во время него вы и смотрите этот обзор. Резюмируя, беспроводные наушники Honor Choice X3 Lite имеют последний Bluetooth, функцию мультипоинта на 2 устройства, хорошую автономность, отличные микрофоны для разговоров, удобную посадку, а также хороший звук. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.